Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Brawl Stars, и сегодня мы будем проверять, кто же из ребят лучше знает ММА. Я буду задавать им вопросы, они будут отвечать в Дискорде, и сам Петя уже решит, кто из них прав, а кто нет. У меня в руках Na'Vi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi-карту от Тинькофф. Да. Первый вопрос. Как зовут собаку ММА? Это легко. Я не знаю. Я знаю породу только. Ну, хотя бы, не знаю, может, приблизительно попробуйте кличку. Ну, среди всего, я скажу, что и Джейсон чуть близок по звучанию был. Он сказал Лина, а ББГС кот сказал Бобик, а зовут ее Леля. То есть Джейсон был близок, но также я часто называю Боболех. И вот я, наверное, бал коту Адам как-то вот прям близко по звучанию был. Хорошо, следующий вопрос. Игра, которую Петя считает лучшей, помимо Броула. А можно поменять? Стоп, я вспомнил. Я забыл, как Да, это меня. называется. Блин, это было легко. Нет, это ничего было. себе. Ну, Я получается, не да. Ну, И кот получается, Артем, да. Да, просто, да, Джейсон был раньше. Что, Warzone часто я в много Warzone играл. играешь сейчас? Да, и прям раньше зависал так, что спина откисала. Прям сидел много. Любимый герой в Броуле у Пети и любимый скин на него. Ну А да, название скина я не знаю. я знаю. Да, все правильно ответили по персам, и Джейсон ответил правильно по скину. Это Брок пляжный. Ничего себе. Джейсон балл получает еще один. Хорошо. Как Петя празднует победы? Хз. Блин, ну, Куб был близок, очень близок. Это типа от еды относится, да, но Джейсон прав был. Потому что я кушал салатик, я кушал шаурму, но до шашлыка еще не дошел, вот надо А последний. я помню, у тебя в шашлыком, да. ТикТоке, был видос, там, где после мы кого-то, короче, видели, и ты там шаурму ел. Да. Я не поэтому вспомнил. Ну, по факту ты выигрываешь, просто идешь потом есть, правильно? Неважно что. Ну, тоже можно так сказать. Но именно шашлык я не кушал, а так Куб, да, угадал по поводу еды. Но Джейсон прям уточненно. Я не знаю, может, этот балл разделить пополам. Это скорее на вашу фантазию вопрос. Куда бы Петя отправился вот на выходные отдохнуть, и что бы он там делал? Скорее. Ну что, какой качалка? Блин, наверное, в выходной день качалку не пошел бы. Наверное, больше бы на море, да, погнал бы. А так, тоже спорт я, безусловно, люблю, просто стараюсь по выходным его исключать. Типа его хотя бы по будням. Корея тебе не нравится? Ну, смотря какая. Какое эмоджи чаще всего использует Петя? Где-то ВК. Смайлики там, ВК да. как. ВК, да. Вот, ну, типа эмоджи, которые в телефоне А, вот есть в этот. айфоне. Или вот это. Ну да, скорее всего, часто смех отправляю. Ну, в бейсе. Блин, вы что, отдаете Артему победу? Мы договорились просто. Хорошо, значит, Артему балл еще один идет. Не, кот, Или такой нет, или репиз. нет? Ну, Крайплин в бейсе отправляет. Так, хорошо. Если бы не Броул и не YouTube, какую бы профессию выбрал для себя Петя? Такой сложный вопрос был, похоже. Не, ну строк я... Ну, я там работал, но такое себе было, да. Правда, да? Ты пробовал? Да, я где только не пробовал. Поваром еще пробовал, я знаю. Поваром, грузчиком, таксистом, трансфером, чем только не занимался.
И что из этого понравилось больше всего? Наверное, вот ММА в плане всего этого был круче. Единственное, что там как бы... Пока ты не станешь известным, ты вряд ли что-то сможешь нормально зарабатывать. И поэтому, как бы я в любом случае там бы и пытался это все делать. Поэтому, наверное, Джейсон правильно ответил. Кот тоже ответил, но Джейсон да, чуть быстрее напечатал. Опишите Петю одним словом. Любым словом. Сбей. Блин, прикольные варианты, но я дам балл коту, потому что, реально это ассоциация ММА, везде ММА, даже там, где меня нет. В плане того, что это так короткое слово, оно закрепилось, и в итоге, да, оно постоянно. Вот, типа того. Я считаю, что если Куб угадает, то ему вообще надо 2 давать, потому что он с нами не так давно, то есть ему еще сложнее. Реально. Кстати, вот у Куба здесь был 1 балл, тогда давай ему исправим на 2, правильно? Да, согласен. Можно 5 сразу. Волшебным образом. Да, кстати, можно еще добавить там 0,5. Искусственно сравнить. Хорошо. Да, я почти честно веду счет. Хорошо. С кем из знаменитостей, как вы думаете, Петя хотел бы познакомиться? Со своим братом-близнецом. Симпл. Давай, Куб. Симпл. Роналду. Я думаю, тут как бы Куб выиграл, по-любому. Ну, это крутой челик, да, но... вот Джейсон написал Хабиб. Я, конечно, с ним не знаком, но была возможность у него там пару вопросов задать через микрофон там на весь стадион. И, наверное, с котом тоже соглашусь. С Симплом было бы прикольно познакомиться. Крутой чувак. Но я не знаю, я бы пополам бы отдал бы и коту, и Джейсону. А расскажи, что это за возможность была, когда ты задавал ему вопросы? Это был чемпионат России по ММА, и, получается, была типа пресс-конференция. Ну и там человек ходил с микрофоном, там был огражден, чтобы никто туда не лез. Ну и как бы вот ему вопросы задавали. Я тоже позвал, правда, сильно нервничал, там еле выговорил вопрос, и типа... Были слухи, что он типа там в политику пошел, что-то еще, вот что-то более нейтральное спросил у него. Мне было просто по приколу задать им вопросы, и я как бы просто, что первое в голову пришло, то и решил у него спросить. Вот как-то так. Потом даже где-то в инсте видел этот вопрос, там ролик, он собрал 300 000 просмотров, и вот он отвечал на мой вопрос. Было прикольно это в рекомендациях увидеть. Блин, это очень классно. А как ты вообще относишься к тому, что, ну вот я замечаю, что в соцсетях очень часто пишут, что ты Хабиб. Тебе просто пишут Хабиб. Тебе это не обидно? Да нет, ну типа сравниваю с супер крутым чуваком, который лютый чемпион. И как бы даже в зале с первого дня кто-то сказал, смотри, как на Хабиб похож, и как-то это закрепилось. И на соревнованиях много где так называли. Я когда по тайскому боксу дрался в Калининграде, был Кубок России, меня тренер сборной Дагестана вообще перепутал за своего, сказал, типа, ты за какую локалку выступаешь, за какой регион? Он подумал, что я как-то нелегально проехал и выступаю за Дагестан. Блин, ну будет очень круто, конечно, если вы с Хабибом познакомитесь. Будете вместе в Brawl Stars играть. Да нет. Он слишком Кстати, вы должны это организовать. Ну, он же должен как-то отдыхать. Тоже верно. Так, любимый боец смешанных единоборств. Ну, так же, наверное. А вдруг нет? Я не знаю. Ого, оригинально. Конор. А на самом деле? Получается, безусловно, да, я много кого люблю, есть очень много крутых бойцов, но, как бы, да, Хабиб я смотрел еще с самых первых боев, когда были там 11-е года и так далее. И тут, походу, 1 балл на троих делить надо по 0,3. Может, всем по одному позвонить? Или можно по одному, да, всем. Джейсон скоростью берет, он вообще супер быстро накидывает. И теперь блиц. Это значит, очень быстро вы должны отвечать. Джейсон, ну, типа, там, я не знаю, полсекунды подожди, может. Да это, я же телефон так же печатаю, как остальные. Они даже с компанией удобно. Ну ладно, хорошо. Не, мне сложнее. Сложнее. Тогда соберитесь, вам нужно брать скоростью. 7, 8. Рэп или попса? Не покупаю.
Да, все верно ответили. Блин, я думала, ты скажешь, ты любишь Меладзе, например. Не, попса не моя точно. А какой твой любимый рэп-исполнитель? Меня Ну, близок был, но типа тоже их очень люблю, но больше всего слушаю Грот. Очень смысловые песни. Несмотря на то, что это рэп. Силовые или кардио? Не знаю. Да, это кардио, Как я силовые не особо люблю, хотя приходилось много заниматься этим. Я люблю кроссфит, много функционал, то есть и на руки, ну, то есть активность выполняешь и сердце прокачиваешь, чтобы продышаться, то есть их, если говорить Да, про понял. упражнения, их миллион, ну, пружины есть, бёрпи называется, вот это самое жесткое и типа вот самое такое первое, что в голову приходит. Мак или КФЦ? КФС. КФС. А как на самом деле? Мак, да. Типа у нас вот именно в Калининграде что-то KFC такой себе, не очень. Поэтому вот чаще выбираю Мак. Ну и плюс у них Мак авто есть, и можно, особенно сейчас там народ очередь много, так, на машине попроще. Не придерживаешься там правильного питания? Ну, когда на соревнования вес гонял, там весишь 65, а должен 67, вот эти 8 килограмм сгонять, там всегда придерживался, потому что по-другому никак. А если чисто для себя, вообще не заморачивался. Такой организм, что... Ну и плюс есть правило, самое главное это то, что ты делаешь, допустим, постоянно. Если ты 6 дней правильно питаешься, один раз себе позволил там в воскресенье объесться всего вредного, от этого ничего не изменится, потому что остальные 6 дней ты делал правильные вещи, и вот это, наверное, стабильность и решает. Фильм или сериал? Да, тут всем раздавать, да, потому что сериалы не люблю, они так долго растягивают. Самые интересные моменты всегда на концовочку, а сидеть постоянно, смотреть их времени нет. Желтый или черный? Чисто вопрос от Нави. Кот правильно выбрал. Если черный. да, брать машины, там что-то еще, я бы всегда черную выбрал, не желтый. Хорошо, вопрос на 3 балла. Соберитесь, у вас есть шанс обыграть Меня что, Артёма. догнать могут? У вас сейчас примерно... Реально, да, могут. Поэтому соберитесь. Тут самый должен быть креативный ответ. Не все знают... да, вы должны закончить предложение и получить 3 балла. Не все знают, что ММА, и закончите предложение. Ого! Какие подробности. Не, это точно. Кстати. Ну, кот, если хочешь, можешь поменять. Думаю, Или никто не знает, курить. что ты играешь в Brawl Stars. Короче, Джейсона такой правдивый, так сказать, ответ был. Ну, да, у кота... Не, такая тема, я не курил. А Куб прикольно ответил. Я не знаю, но если Куб еще отдать, это все, разрыв плюс 6 сразу будет, так что... А может, наверное, всем по одному? Ну давай. Не знаю, я бы, наверное, поделил бы за, так сказать, интересный подход и за правдивый, так сказать, продолжение. Хорошо, тогда 2 и 1 получается. Окей. 2 Победил, и да, всё равно? 1. А я вот, кстати, не знаю, сейчас я посчитаю. Итого, запоминайте, значит, у Куба 8,5 баллов. Откуда? Это неплохо. Это неплохо. А вот так незаметно. У Богдана, значит. 8,5 баллов. Не, ну что, мне меньше? Ого. Ничего себе. Ладно, и у Артема 12 баллов. Ну, Блин, ну, честно говоря, Джейсон так много отвечал, я думал, будет лютый разрыв, а кот вообще не отставал и словно на равных. Прям в спину дышали. Ну смотри, мы просто тут не совсем честно раздаем баллы, если честно. Да? Если вам понравился этот ролик, ребята, то обязательно закидывайте лайк, подписывайтесь на канал, скоро еще будет рубрика «Ответы на ваши вопросы», и там будет вообще очень крутой контент, так что следите за новостями. Вы были на канале Нави Brawl Stars. Всем удачи и всем пока!